Тема лекции «Нью-Йорк. Город контрастов». Да я не был в Нью-Йорке. А где же были? Я был в Стамбуле, в Марселе. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. Istanbul is Constantinople, now is Istanbul and Constantinople been a long time gone. Constantinople still stands still light on the moonlight night. Every now in Constantinople, now Istanbul and Constantinople should be got a date. In Constantinople should be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why did he change that? I can say people just like it better that way. Take me back to Constantinople. Now was Istanbul and Constantinople been a long time gone. Constantinople with Constantinople get the works. That's nobody's business but the turn. That's nobody's business but the turn. Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер. И сегодня я вам покажу удивительный, единственный город в мире, который располагается сразу на 2 континентах и омывается 2 морями, с севера черным, а с юга мраморным. Именно здесь Европа и Азия смотрят друг на друга с берегов Босфора. Город 3 великих империй, византийской, римской и османской. Это город Стамбул, в прошлом он же и Византия, и Константинополь. И я решила козырнуть и показать вам сразу вечерний сияющий Стамбул, чтобы вы ахнули и досмотрели видео до конца. Что может быть лучше, чем плыть по Босфорскому проливу на общественном транспорте? Да-да, вы не ослышались. Водный транспорт здесь не только для развлечений. Местные жители используют его как переправу, как общественный транспорт с одного берега на другой. Ведь они могут работать на европейской части города, а жить в азиатской. Рекомендую прокатиться на этом для меня романтичном виде транспорта и прочувствовать всю красоту города, как и днем, так и обязательно вечером. Тем более это не совсем дорого. Только купите городскую транспортную карту и не садитесь на туристические паромы. А какие здесь закаты! Если вы в Стамбуле впервые, то заселяйтесь в европейскую часть города. Здесь все главные знаменитые достопримечательности, ну и много туристов. Но если вы уже матерый путешественник и были в Стамбуле не раз, то welcome, или как бы сказали турки, хуш келденыз, добро пожаловать в азиатскую часть города. Здесь вы вкусите турецкий колорит во всех смыслах. Да, и еда чур. Сколько интриг повидал дворец, особенно та часть, где находился гарем. Ведь он состоял из 4 секций: для правителя, для его матери, для евнухов и для наложниц. В сумме в гареме было 300 комнат, несколько бань, 2 мечети и женский госпиталь. В наложницы попадали девочки, украденные османами или проданные в гарем собственными родителями. В гаремную школу брали девочек от 5 лет, там их учили этикету, искусству до 15 лет. И когда девушка попадала в гарем, ей давали новое имя. И если по истечении 9 лет она не была избрана султаном, ее освобождали и выдавали замуж приданым и за небедного человека. Обычно за такими девушками была очередь. Слово «гарем» произошло от арабского слова «харам» – незаконный, запрещенный. И гарем – это значит место, где запрещено быть посторонним. Особое внимание в оформлении помещения гарема отдано знаменитой плитке с фабрики из ника, особого сине-голубого цвета. В качестве узоров использовались цветочные орнаменты и аяты из Корана на арабском. Жемчужиной гарема является этот тронный имперский зал, где проводились праздничные мероприятия. И вместо сидения на троне султан предпочитал возлежание на этом диване. Обогревали здесь каминами. Иногда здесь проводили семейные ужины. Зал служил официальной приемной султана. Здесь был возведен самый большой купол во всем дворце. После Великого пожара 1666 года, который уничтожил большую часть дворца Топкапы, императорский зал был отремонтирован в стиле рококо во время правления султана Османа III. За дверью зала имеется комната с фонтаном. Несмотря на то, что отделка дворца представляет разные эпохи, все выглядит очень гармонично. Турецкие хамамы, бани, всегда были роскошными, ибо еще пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным, говоря: «Чистота – половина веры». Султан и мать султана Валиде всегда принимали водные процедуры за такой золотой решеткой, чтобы обезопасить себя от покушений. Султанский хамам состоит из комнаты, освященного дворец Топкапы. Помещение дворцовой кухни очень впечатляет. Невольно задумываешься над тем, какой огромный объем работы в них выполняется.
менялся. Сегодня здесь расположены музеи, где представлены ковры, старинная керамика, медная посуда, фарфор. Выставка изделий серебра демонстрирует прекрасную работу турецких ювелиров и чеканщиков. А экспозиция музея серебра считается одной из крупнейших за пределами Китая. Древнейшие расписные вазы были изготовлены в XVIII веке. Есть посуда, покрытая селадоновой глазурью. Считалось, что отравленное питье, налитое в такую посуду, мгновенно теряет ядовитые свойства и не причиняет вреда. Отдельно представлена посуда японского фарфора. На этой кухне готовили не только для султана, но и для целой армии янычар. Вы только посмотрите, какие виды открываются на Босфор и на весь Стамбул. Вот это виды! Султан Сулейман знал, где строить мечеть. Итак, мечеть Сулейманье, вторая по значению и размерам мечеть Стамбула, вмещает более 5000 верующих, расположена в старинной части города. Построена знаменитым архитектором Синаном. Кроме этой мечети он построил мечеть Шахзаде, мечеть Селемие, мечеть Мехримах и многие другие мечети и мосты. У мечети 4 минарета, которые означают, что султан Сулейман Великолепный, 4-й падишах по счету после завоевания Стамбула. На минаретах в общей сложности 10 балконов. Он 10-й правитель династии Осман. Здание мечети хорошо освещено внутри. Свет падает из 136 окон со стадиями бань, медресе, кухни, библиотек, больниц, обсерватории. Мечеть образует комплекс по размерам городского квартала. В Турции мечеть Сулейманье называют одним из символов безграничной любви султана Сулеймана к своей жене Роксолане Хюррем. В строительстве использовалось 256 полых кирпичей. Внутри мечети очень хорошая акустика. Это позволяет читать молитвы без использования микрофона. У архитектора Синана сова была символом, который он старался оставить на каждом своем творении. По мусульманским канонам ее изображение неуместно. Однако в мечети Сулейманье она присутствует. Чтобы увидеть сову, достаточно поднять голову вверх на входе в достопримечательность. На территории двора мечети Сулейманье расположено кладбище, на котором построены 2 мавзолея. В одном из них нашел свой покой сам султан Сулейман Великолепный, а во втором покоится его драгоценная любимая супруга Хюррем, история любви которых воспета во многих литературных произведениях. Рядом с ней их дочь Мехрима. Также недалеко находится гробница 2 других правителей: султана Ахмеда II и султана Сулеймана II. На стенде можно прочитать биографию той самой знаменитой Хюррем Султан. Обязательно здесь задержитесь, возьмите чашечку кофе и полюбуйтесь видами. Кстати, во дворце любили пить кофе и организовывали целые церемонии кофепития. И была даже должность кафеджи. Это как наш современный бариста. Если все считают Стамбул сердцем Турции, то сердце Стамбула – это напиток турецкой кухни из сока черной моркови, репы, воды, соли, молотого булгура и дрожжей. Называется шалгам. Иногда добавляют сок свеклы. На вкус похож на рассол. Популярен в Мерсине, в Адане. Здесь же рядом и рыбный рынок, где вы можете купить свежую рыбу и заказать, чтобы ее вам сразу приготовили. Галатский мост многофункциональный. Ширина моста 42 метра. По центральной его части движется скоростной трамвай, а с 2 сторон трамвайной ветки выделены полосы для машин и автобусов, а по краям моста достаточно просторная пешеходная часть. Обычно в первую очередь при упоминании рынков Стамбула всплывает величественный Гранд-базар. Однако в Стамбуле есть еще один очень интересный колоритный рынок, именуемый Египетским базаром, где представлена масса разнообразных товаров, например, золото, много золота, сувениры. Изначально рынок в основном был ориентирован на торговлю специями, может, поэтому его так любят парфюмеры. Здесь, например, снимали рекламу Шанель Содри Тату, а Бертран Дюшафо создал свой знаменитый траверсию до Босфора именно после посещения египетского базара. Здесь представлены фрукты и овощи. Например, из сухих баклажанов делают долму, отмачивают их в воде и наполняют начинкой. Итак, мы уже в Гранд-базаре. На этом рынке вы найдете около 4000 магазинов, где каждый день работают 20 000 человек. Здесь можно купить все, что продают в Турции.
Так бы и каталась каждый день. Красивые панорамы не вызывают пресыщения. На берегах пролива смесь прошлого и настоящего, роскоши и бедности. Мраморные дворцы примыкают к развалинам каменных крепостей. Современные отели стоят рядом с деревянными. Еще с конца 17 века, во времена Османской империи, паши, визири и просто богатые семьи возводили вдоль берегов, там, где ранее была только россыпь рыбацких деревень, дома, особняки и дворцы. Тогда и возник архитектурное детище Босфора, приморский особняк Яли. В переводе с турецкого это означает «дом у воды». Рабочему представлял собой деревянный дом, несколько этажей, стоящий у самой кромки воды. А вот и девичья башня Кыс-Хулиси. О печальных легендах, которые многие знают, и не хочется говорить о грустном. Помните, я вам говорила, в провинции Мерсин есть девичья крепость Кыс-Калиси. Так вот, в Стамбуле девичья башня Кыс-Кулиси. Прошу не путать. Босфор периодически затапливается медузами. Обязательно посетите небоскреб в Стамбуле «Сапфир». Меня привлекло внимание смотровая площадка на высоте 236 метров. А какой вид отсюда открывается? И стоит ли сюда ехать? Однозначно стоит. Рекомендую сюда приехать перед закатом, чтобы увидеть город днем, дождаться заката и дождаться вечера, чтобы увидеть вечерний город. Тем более здесь, на смотровой площадке, можно купить кофе, покушать, есть свое кафе и полюбоваться видом на весь Стамбул, а может даже и приметить следующую локацию для посещения. Обратите внимание, здесь небоскребы, а здесь старинные домики. А этот небоскреб «Сапфир», где находится смотровая площадка, не бизнес-центр, это жилой комплекс, на первых этажах которого расположен торговый центр и фудкорты, а на верхних этажах квартиры, стоимость которых доходит даже до 1 000 000 евро. Представляете, это вам не Мерсин. А пляжев-то таких в Стамбуле нет, как в Мерсине. Здесь с высоты понимаешь, насколько величествен Стамбул. Стамбул – это город контрастов. Здесь и история, и современность, и небоскребы, и старинные дома, улочки. А вечером здесь особенный шик и блеск. Город сверкает. Друзья, новая локация. И как вы думаете, что я делаю? А я летаю на общественном транспорте Стамбула, на фуникулере. Поднимаюсь на холм Пьер-Лотти, популярное место благодаря смотровой площадке и кафе Пьер-Лотти, откуда открываются потрясающие виды на залив Золотой Рог и Стамбул. Подняться сюда можно с помощью канатной дороги или пешком возле кладбища. Здесь же находится могила и мечеть Аюба, сподвижника пророка Мухаммеда. Мир ему и благословение Аллаха. Еще в 15 веке завоевателем Константинополя султаном Мехмедом II было принято решение на месте захоронения Аюба, сподвижника пророка, построить мечеть и назвать ее в честь подвижника. Мечеть имеет классическую прямоугольную форму и 2 минарета. Главный купол удерживает 6 колонн. В стенах этого храма каждому султану вручали клинок Османа Гази, основателя Осман, и он получал статус полноправного правителя. Название холма и смотровой площадки тесным образом связано с французским моряком и писателем Жюльеном Вио, который писал свои романы под псевдонимом Пьер Лотти. Он часто посещал кафе на этом холме. Пьер Лотти был удостоен звания почетного жителя Стамбула. В честь него была названа улица города и кафе на холме, а чуть позже его именем назвали и смотровую площадку, и сам холм.
А любители творчества английской писательницы Агаты Кристи станцию Сиркеджи, проектированную немецким архитектором в конце XIX века. Она была конечной станцией люксового легендарного Восточного экспресса. Сюда доставляли пассажиров из Парижа через Мюнхен, Вену и Будапешт. Этот роскошный поезд перевозил членов королевской семьи, аристократов, знаменитостей, путешественников и автора детективов Агаты Кристи. Сейчас участок используется только для внутренних перевозок, но часть первоначального здания и фасада остается. Зайдите в бесплатный железнодорожный музей размером с комнату и взгляните на коллекцию архивов и артефактов знаменитого Восточного экспресса. И попейте чашечку ароматного кофе в одноименном кафе при вокзале. И прочувствуйте эту атмосферу загадочности и романтики. А это знаменитый отель Пера Палас, основанный также в конце XIX века для размещения клиентов Восточного экспресса. Был одним из первых современных отелей города. Он был оборудован лифтом, душевыми, радиаторами отопления, электрическим освещением. Чарльз Кинг в своей книге «Полночь во дворце Пера. Рождение современного Стамбула» описывает его как величайший отель в западном стиле на территории величайшей исламской империи мира. Среди всех знаменитых гостей отеля и Агата Кристи. Она всегда останавливалась в комнате 411, где и написала свой детектив «Убийство в Восточном экспрессе». В номере, в котором вы теперь можете остановиться в качестве гостя отеля, сохранилась часть оригинальной антикварной мебели, и он украшен книгами и предметами, посвященными автору. Среди других гостей, которых помнит холл этого отеля, король Эдуард VIII, император Франц Иосиф, Сара Бернар, Александр Вертинский, Гретта Гарбо. Следующим гостем можете быть и вы. При отеле есть кафе, куда вы можете всегда зайти и насладиться приятной, роскошной атмосферой. Находится он недалеко от Галатской башни. Зайдите как минимум хотя бы на чашечку кофе. Друзья, я вам хотела показать разнообразный Стамбул. Он настолько разный, но гармоничный. Он туристический и не туристический одновременно. Он живет своей жизнью и как бы позволяет гостям города окунуться в него. Это город со своей душой. Если Стамбул принял тебя в свои объятия, то навсегда к нему быстро привязываешься. И он каждый раз притягивает тебя к себе. Стамбул, я обязательно вернусь, ведь еще много что надо исследовать. Ах, да, забыла сказать, что Стамбул — город кошек. Кошки здесь в почете. Друзья, я в аэропорту Аданы, вылетаю в Германию, транзит через Анталию. Аэропорт Аданы компактный, но удобный. Ждем открытия крупного второго по величине в Турции аэропорта в Мерсине. Нахожусь в аэропорту Анталии. Здесь уже так более прилично. В Андане было скромнее. Здесь вот даже апотека. На немецком написано, на английском, на турецком, на русском даже. Аэропорт такой. Внушает доверие, не маленький.
Остались турецкие лиры, решила купить дьюти-фри турецкий цветочный мед и мед с орехами. Друзья, имейте в виду, кто летит рейсами компании Sunrise, на борту не кормят, надо покупать отдельно. Ну, как-то по мне так это не камильфо, скажем так. Один кушает, а второй смотрит голодный. Değerli misafirlerimiz, yiyecek ve içecek servisimiz birazdan başlayacaktır. Birbirinden lezzetli tekliflerimizi kaçırmamak için son kafe menü kartınıza göz atarak yemek, atıştırmalık ve içeceklerden oluşan geniş ürün yelpazemizi keşfedebilirsiniz. Uçak bileti alırken ön sipariş vermiş olan yolcularımıza yiyecek ikramlarını Ну вот, друзья, я в Нюрнберге, меня встретил муж, прилетели на 20 минут раньше в аэропорту Нюрнберга имени художника Дюрера.